Сергей выпустил изо рта кольцо дыма. Оно недолго повисело в воздухе и вскоре растворилось в пространстве. «Вот так и жизнь моя семейная растворилась», — подумал мужчина, поеживаясь. Он покрутил в руках плюшевого медведя, единственную вещь, которая напоминала ему о дочке. С женой они давно разошлись, прожили вместе недолго, хотя Сергей ее очень любил. Она городская, жизнь в деревне была для нее в тягость. А он родился в этом доме, вырос, здесь учился в школе, тут были похоронены его родители. Как он мог уехать, предать это место силы, которая давала ему энергию и душевный покой? Нет, он не был создан для городской жизни. Промучившись рядом, они тихо, без скандалов развелись, и бывшая, забрав 5-летнюю дочь, вернулась в город. Он отпустил ее, потому что по-другому не мог. Если ты по-настоящему любишь человека, то будешь искренне желать ему счастья, а не удерживать рядом с собой любым способом. Правда, дочку он часто навещал, дарил ей подарки, привозил гостинцы. Надо было отдать должное бывшей супруге, она никогда не препятствовала их общению. Сергей прижал к себе медвежонка, вспомнил, как целовал дочкины пяточки. Блин, глупый был, ругал ее из-за всяких мелочей, а она уехала, выросла и уехала. Сергей задумался. Наверное, в лучшую жизнь, так ему хотелось в это верить. Сперва они жили недалеко друг от друга, а потом ее мама вышла замуж за иностранца, и они перебрались далеко за океан. Когда прощались, дочка отдала ему своего медвежонка и просила беречь его, обещала, что когда-нибудь обязательно за ним вернется. С тех пор они никогда не виделись. Дочка иногда присылала ему добрые, заботливые письма. Он их перечитывал по несколько раз, пускал скупую мужскую слезу и ждал. Много лет он ждал, когда же она приедет. Он не женился больше, потому что все еще продолжал любить ее мать. Он больше не хотел иметь детей, потому что думал, что никогда не сможет их полюбить так же, как свою маленькую девочку. Годы шли, и вот в один из чудесных весенних дней он увидел в калитке ее, свою дочку. Встреча их была незабываемая. Дочь его была уже совсем взрослой. Она стала очаровательной молодой женщиной. В руках у нее была корзинка, а в ней живой подарок для отца. Она вручила ему щенка со словами, что хочет, чтобы у него в жизни был настоящий друг, который будет с ним в минуты радости и печали, который будет оберегать его покой и защищать при любых обстоятельствах. «Он будет твоим талисманом и всегда будет напоминать обо мне», — сказала девушка. Дочка провела у отца в деревне несколько дней, они допоздна засиживались за разговорами о жизни и душе. Им столько нужно было рассказать друг другу всего, что накопилось за эти долгие годы разлуки. Когда она уехала к себе за океан, отцу уже не было так тоскливо и одиноко, потому что у него был Кекс, так они с дочерью назвали щенка. Уж очень он был похож на сдобную выпечку, такой же пухлый и мягкий. Порода он был какой-то редкой и необычной, дочка говорила ему, но Сергей так и не смог запомнить, а тем более выговорить. Но это было для него не так важно. В деревнях испокон веков собак держали только на цепи и в будке. Но дочка сразу предупредила отца, что Кекс будет жить вместе с ним в избе, и чтобы Сергей выкинул из головы все эти дурацкие предрассудки. «Кекс — это собака-друг, компаньон», — говорила она. И мужчина согласился. А чтобы ему поначалу было не так тоскливо на своей подстилке, дочка отдала песику своего плюшевого мишку, которого когда-то подарила отцу на память. Так щенок стал жить в доме, сытно есть, сладко спать, много гулять с хозяином по окрестным полям и лесам. Он быстро рос и стал довольно крупным псом, но вполне добродушным и ласковым. Но даже уже будучи взрослой собакой, он не расставался со своей игрушкой и таскал ее в зубах повсюду. В тот день молодой человек в поношенной одежде шел через деревню, в которой проживал Сергей со своим псом. На вид парню было около 30 лет. Осень уже вступила в свои права, был конец сентября. Поэтому голодный и холодный странник решил зайти в село и чем-нибудь поживиться, что плохо лежит. Калитка крайнего дома была слегка приоткрыта. Сквозь редкий забор молодой мужчина разглядел мотоцикл.
В голове тотчас возникла мысль: бери и беги, все полегче будет дорога. Чужак вошел во двор, развернул железного коня и бесшумно покатил его к выходу. В коляске мотоцикла он увидел плюшевую игрушку. Пригодится. И он засунул медвежонка за пазуху. Вдруг дорогу ему преградил странный пес. Такого он еще никогда не видел в жизни. Высокий в холке, лапы мощные, грудь широкая и грозный вид. Но парень был тоже не из робкого десятка и собак не боялся. Ну-ка пошел с дороги, и мужчина сделал вид, что поднимает с земли камень. Но Кекс не отступил. Верхняя губа поехала вверх, обнажив ряд крупных и острых зубов. Собака сделала шаг вперед, вздыбила загривок, припала передними лапами к земле и хрипло угрожающе залаяла. Незнакомец выпустил мотоцикл, сплюнул и попытался перемахнуть через забор, но Кекс со всего размаха налетел на него и сбил с ног. Сергей, выскочивший из дома на шум, тут же придавил негодяя коленом к земле и связал ему руки за спиной веревкой. Я не понял, а что за грабеж средь бела дня? Перед воришкой стоял пожилой мужчина в телогрейке. В руках хозяин дома держал топорик. А ты сначала докажи, что это грабеж, а потом уже претензии предъявляй. Вот те раз. Сергей отложил топор в сторону. Тебе зачем понадобилась эта развалюха? Кивнул он на мотоцикл. А ты сперва накорми, а потом вопросы задавай. Вместо ответа сказал странник. Ага, разбежался. Сергей стал наступать на парня, но что-то его остановило. Он увидел торчащего из-под телогрейки дочкиного Мишку. Пораженный ворюга вряд ли бы позарился на детскую игрушку. К чему она ему? Ей цена копейка в базарный день. Ну-ка, входи. Он развязал ему руки, открыл перед парнем двери в избу. Кекс, до этого смирно сидевший рядом, прошмыгнул следом. Я в тюрьму угодил, начал рассказывать вор. Жена сразу на развод подала, ребенка матери моей оставила старой бабке. Та за дочкой не уследила, и малышка сильно заболела, еле вытащили с того света. Вот все, что я знаю. Подробностей не сообщили. Вот сейчас тороплюсь к ним, поэтому и решил прихватить на время твоего железного коня. К дочке спешил, а медвежонка хотел ей в утешение подарить. Дети любят мягкие игрушки. Пожилой мужчина поставил перед незваным гостем металлическую тарелку с отварной картошкой, налил кружку молока, нарезал хлеба. «А за что сидел?» — поинтересовался Сергей. «За что? За что? Хотелось лучшей жизни. Так часто бывает. Дурак был, главного не понял». Затягиваясь едким дымом, ответил молодой человек. «А главное — это семья и дети. Вот и хотел сесть на мотоцикл, уехать в новую другую жизнь, быть рядом с дочкой, мамой, все сделать для того, чтобы они были счастливы. Мотоцикл бы потом вернул, клянусь. А знаешь что? Я дарю тебе эту развалюху. Тебе она нужнее, и медведя забери своей малышке. Я Сергей, и хозяин дома протянул вору руку. Будем знакомы. А это Кекс. Евгений, отвечал вор. Слушай, ты прости меня за то, что без приглашения вторгся. Оба встали и направились к калитке. Евгений выкатил мотоцикл за ворота. «Послушай, сынок», — обратился к нему Сергей, — «может, останешься? Жену тебе тут найдем. У нас девки видные есть. Маму с дочкой привози. Места много, на всех хватит. Вон и Кексу ты понравился. Правильный ты мужик, даже несмотря на то, что вор. И что, ты меня совсем не боишься?» С причуром спросил парень. «Нет, воровать у меня нечего. Жизнь моя ничего не стоит. Но я подумаю, может быть, даже вернусь. И не один». С этими словами молодой человек покатил мотоцикл к дороге. Там завел его и поехал дальше. А Сергей остался стоять на том же самом месте и, провожая незваного гостя, махал ему вслед рукой в надежде на новую встречу. А рядом Кекс весело крутил хвостом. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!